Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Какой праздничный обед обходится без десертов? Как удивить родных и близких? Наше предложение – это сливочный чизкейк в зеркальной глазури с конфи из вишни. Это идеальное сочетание вкуса и красоты. Итак, готовим. Первым делом я готовлю ягодный конфи. Для этого в сотейник я кладу вишню без косточки, и добавляю сахарную пудру. Вишню и сахарную пудру я ставлю на плиту. А листовой желатин я замачиваю в холодной воде. Приблизительно на 10 минут. Кипятим вишню 2-3 минуты и потом убираем с плиты. Вишню переливаем в емкость с высокими краями и погруженным блендером делаем из вишни пюре. Пюре из вишни пропускаем через сито. Отжимаем желатин от воды и перекладываем его в еще теплое пюре. Все размешиваем. Полученную смесь я разливаю по силиконовым формам. Форму с вишневым конфи я убираю в морозильную камеру приблизительно на 2-3 часа. А сейчас мы готовим бисквитную основу для чизкейка. Для этого у 2 яиц я отделяю желтки от белков. Желтки размешиваем венчиком. В желтки добавляем половинку сахара. А в белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером. Постепенно добавляя оставшийся сахар. Взбитые белки я объединяю с желтками. Перемешиваю лопаткой движением снизу вверх. Делаю это обязательно частями. Я объединил яичные желтки с белками и теперь в миску просею муку, картофельный крахмал, какао и ванилин. Кулинарной лопаткой я все полностью размешиваю движениями снизу вверх. Готовое тесто я перекладываю на противень, высланный силиконовым ковриком, и разравниваю его. Противень с тестом я ставлю в разогретую до 160 градусов в режиме вентиляции духовку. Ставлю на 15 минут. Я достал бисквит из духовки, дал ему остыть и сейчас из него вырежу ровные круги.
А сейчас мы сделаем сырный крем для нашего чизкейка. Для этого я желатин замачиваю в воде, а сливочный сыр перекладываю в миску, добавляю в него сметану, и сахарную пудру. Все размешиваем венчиком. Сыр размешали, а теперь мы взобьем сливки. Но сливки будем взбивать не сильно, до полупиков. Взбитые сливки я перекладываю в крем из сыра и все окончательно размешиваю. Отжатый от воды желатин я переложил в миску и сейчас разогрею в микроволновой печи. Жидкий желатин я наливаю в крем и окончательно все размешиваю венчиком. Полученный крем я перелил в кулинарный пакет и теперь заполню им формы. Заполнять формы я буду на 1/3. Конфи из вишни я достал из морозилки и теперь перекладываю их в форму с чизкейком. Формы с чизкейком заполняем кремом практически до конца. Оставляем место на то, чтобы сверху положить бисквит. Выкладываем бисквит. Аккуратно кулинарной лопаткой я выравниваю дно чизкейка и убираю его в морозильную камеру на 6-12 часов. Чтобы сделать зеркальную глазурь, я листовой желатин замачиваю в холодной воде, а в сотейник высыпаю сахар, наливаю воду и инвертный сироп. Если такого сиропа нет, то вы можете взять мед акации. Сотейник ставлю на плиту. Постоянно помешивая смесь, я довожу ее до температуры 103 градуса. И поэтому я прошу вас, это очень важно, пользуйтесь термометром. В емкость с высокими краями я кладу белый шоколад, перекладываю отжатый от воды желатин, и наливаю сгущенное молоко. Горячую смесь из сотейника я переливаю в наш стакан. Добавляю немного пищевого красителя. И все размешиваю блендером на небольшой скорости приблизительно 3-4 минуты.
Сейчас я глазурь пропущу сквозь сито, чтобы возможные пузырики воздуха исчезли. А вообще глазурь считается готовой тогда, когда вы сами в ней отражаетесь. Я в ней отражаюсь. Готовую глазурь я накрываю в контакт пленкой и даю остыть до рабочей температуры, до 30-32 градуса. Настало время покрывать наши чизкейки зеркальной глазурью. Для этого я достаю их из формы и кладу на решетку. Покрываем чизкейк глазурью. Немножко постучим чизкейками, и через 2-3 минуты их можно будет перекладывать на подставку. Перекладываем чизкейк на подставку. Для этого закрепляем центр зубочисткой, подкладываем кулинарную лопатку и, чтобы не было потеков, слегка его вращаем по решетке. Украшаем чизкейки шоколадом и кулинарным золотом. Вот такие вкусные, красивые, с вишней чизкейки приготовили мы. Кстати говоря, все ингредиенты рассчитаны, если вы хотите, для целого торта. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!